Всем привет! Это второе видео, которое посвящено электронной бумаге. В нем мы разберем, какие возможности предлагает нам производитель, что называется, из коробки в плане программного обеспечения, какие у нас есть возможности для работы с этим дисплеем и как загружать в него фотографии. Прежде чем грузить фотки любимых кошельков в данные дисплеи, необходимо разобраться, как у них устроена видеопамять. Данный дисплей может быть инициализирован в двух режимах. Это в монохромном режиме, когда у нас есть всего два цвета, то есть белый либо черный, либо в режимах оттенки серого, когда у нас есть черный, белый и две градации, которые я назвал темно-серый и светло-серый. Для начала давайте разберем, сколько нам памяти необходимо для того, чтобы вывести на данный дисплей картинку в монохромном режиме. То есть когда у нас будут только черные и белые точки. Для того, чтобы вывести на дисплей 8 точек, нам необходим 1 байт информации. В каждом байте у нас находится 8 бит. Причем в данном дисплее необходимо обратить внимание на то, что если мы установим бит в байте в 0, то у нас появится черная точка. Если мы запишем логическую единицу в бит, то у нас будет белая точка. Соответственно, чтобы зажечь 8 пиксель сверху, мне необходимо будет в младший бит байта записать 0. Во все остальные биты я записываю единицу. В десятичной системе это будет число 254. Чтобы мне закрасить строку длиной 400 пикселей, мне потребуется 400 делим на 8, 50 байт информации. То есть, устанавливая либо сбрасывая биты в данных байтах, я смогу рисовать картинку на данном дисплее. Но у меня есть 300 таких строк, и поэтому полный необходимый объем памяти для того, чтобы вывести всю информацию на дисплей, то есть закрасить его весь, будет составлять 50 байт умножаем на 300 строк и получаем 15 тысяч байт. Объем оперативной памяти Arduino Nano или Arduino Uno, которые сделаны на микроконтроллере 328P AVR, составляет всего 2 килобайта, то есть это 2048 байт. Поэтому, разумеется, в оперативную память вся вот эта картинка у нас не влезет. Тогда каким же образом мы сможем выводить всю информацию, используя данный микроконтроллер? Что касательно самих картинок, то мы можем разместить ее в флеш-памяти, то есть там же, где находится наша исходная программа. Там у нас объем 32 килобайта. В данную память одна-то картинка поместится 100% вместе с кодом нашей программы. А как выводить информацию на дисплей в динамике? Для этого производители предусмотрели у данного дисплея собственную память. Информацию в данную память можно будет загружать кусками за несколько раз, а потом вывалить все это содержимое видеопамяти, которая встроена в дисплей, непосредственно на сам экран. Как это будет выглядеть? Допустим, я хочу вывести 8 шрифтом две надписи. Одну надпись я хочу разместить в верхней части экрана, вторую надпись я хочу разместить в нижней. Пусть у нас это будет слово Hello. Значит, данное слово, если мы будем его писать шрифтом 8 на 8 пикселей, у нас займет 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть нам потребуется 6 байт. И умножаем на 8 строк. 6 и 8, то есть мы получаем 48 байт. Поскольку оперативной памяти у нас гораздо больше, то мы без проблем сможем создать, выделить объем памяти вот под это слово непосредственно. То есть нам потребуется 48 байт. В нижней части экрана мы разместим слово World. Соответственно, здесь нам потребуется 1, 2, 3, 4, 5. Давайте еще вот так возьмем. 6. То есть, соответственно, и под нижнее слово нам тоже потребуется 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 умножить на 8. 48 байт. Для того, чтобы нам вывести два этих слова, мы создадим в оперативной памяти Arduino массив из 48 байт. 48. И что мы дальше будем делать? Сначала мы вот это слово, допустим, вытащим. Пусть у нас здесь будет строчка, допустим, 50 на 50. И выведем сюда вот эту вот область памяти, куда мы загрузили слово Hello. Потом, соответственно, мы, допустим, здесь будет 100 на 50. Сюда мы вытащим
То есть мы перезагрузим вот этот кусок памяти, который мы выделили 40 байт, 48 байт, мы перезагрузим другим словом, словом Word. И выведем это вот сюда. То есть мы информацию будем вносить в дисплей 2 раза. То есть здесь у нас получается будет hello, а здесь у нас будет world. И после того, как мы внесем вот эти вот 2 кусочка в память самого дисплея, мы дадим команду и выведем все содержимое уже непосредственно на экран. То есть размер памяти дисплея у нас позволяет туда загрузить всю картинку, которую мы будем создавать в динамике вот из таких кусочков. Разумеется, это пример был условный. У нас есть здесь объем памяти, и мы можем выделить здесь достаточно большой объем для того, чтобы вот эти вот куски сделать значительно больше. То есть, используя вот такие маленькие кусочки, мы можем постепенно заполнить весь дисплей, хотя сам микроконтроллер у нас в ресурсах очень ограничен, памяти в нем очень мало. Соответственно, используя флеш-память, где 32 килобайта у нас, мы можем подгрузить туда изображение полностью. Именно это и было сделано. То есть, картинка, которая появилась на этом дисплее, у меня загружена не из оперативной памяти, а она и загружена из той памяти, которая используется для прошивки самой платы. Разумеется, что при такой технологии изменить в этой картинке мы уже ничего не сможем, но разово воспользоваться данной технологией мы сможем. То есть, если мы хотим что-то менять непосредственно на ходу в самой картинке, нам будет нужно взять более мощный микроконтроллер, где у нас находится гораздо большее количество оперативы. Давайте с вами посмотрим, какие возможности для работы с данным дисплеем нам предлагает производитель. На сайте есть комплект программного обеспечения, я показывал это в прошлом видео. Для каждой конкретной модели дисплея его необходимо будет скопировать в папку, где установлены библиотеки. Значит, после чего у нас в примерах появляется модель нашего дисплея. Открываем ее. И что можно сделать дальше? Дальше можно вот этот образцово-показательный скетч сохранить в другое место. Что происходит дальше? А дальше в эту папку копируются все файлы автоматически. И мы можем их менять, тем самым адаптируя то ПО, которое нам дал производитель, непосредственно под свои задачи. Для начала давайте еще раз загрузим этот тестовый скетч и посмотрим, что умеет делать данный дисплей. Весь код в демонстрационном примере у нас находится в секции Setup. Соответственно, все, что будет выполняться только один раз. Сейчас мы загрузим скетч и посмотрим еще раз все возможности. Итак, наш код загрузился. Дисплей начинает обновляться. Значит, здесь мы видим возможность отображения надписей на светлом фоне, на темном фоне. И видим возможность отображения графических примитивов. То есть прямоугольники, круги и линии. Последняя картинка у нас здесь наиболее интересная. То есть здесь мы явно видим оттенки серого. То есть вот у нас один оттенок, вот у нас второй оттенок, более светлый, черный цвет и белый цвет. Но сразу хочу сказать, что вот это именно картинка. То есть если круги, текст и остальные примитивы мы рисовали прямо на ходу, используя различные операторы, то вот это изображение всего лишь картинка. Как она устроена, я расскажу чуть-чуть попозже. А пока давайте разберем, какие операторы позволяют осуществлять все данные операции. Прежде чем приступить к разбору тестовых примеров, давайте посмотрим назначение файлов библиотеки, которые нам предлагает производитель. Заодно посмотрим все операторы. Значит, здесь у нас есть процедура инициализации дисплея, если мы хотим рисовать на нем в черно-белом цвете. Есть процедура инициализации, если мы будем рисовать на нем, используя оттенки серого. Все остальные операторы лучше будет рассмотреть по ходу скетча. В этом файле можно будет поменять некоторые пины Arduino, если мы встраиваем дисплей в какой-то существующий проект. SPI на дисплее используется аппаратный, поэтому эти пины, разумеется, поменять будет невозможно. Следующий объект GDPaint. Это как раз вот тот самый кусочек, в который мы будем в динамике вносить информацию. То есть мы под этот кусок выделим часть оперативной памяти Arduino и будем вносить туда различную информацию. Значит, здесь у нас есть возможность отображать одиночный пиксель, есть возможность отображать строки текста, вот эти две функции. Есть возможность отображать линии, горизонтальная линия, вертикальная линия, произвольная линия. Соответственно, у нас есть еще здесь возможность отображения прямоугольника,
и возможность отображения окружности. Все эти функции у нас доступны вот с этим атрибутом, то есть мы будем либо закрашивать наш прямоугольник, либо строку текста, либо круг, либо наоборот мы будем просто рисовать их пустыми. Следующие файлы, это у нас файлы со шрифтами. Шрифтов нам производитель предлагает здесь аж 5 штук. У нас есть фонд 12, фонд 16, фонд 20, фонд 24 и фонд 8. Значит, здесь, соответственно, описан размер этих шрифтов. И, в принципе, изменив содержимое данного файла, мы можем любой символ поменять на тот символ, которого нам не хватает. Больше, собственно говоря, ничего и не переписываем. Есть специальные программы, но сейчас я не буду заострять на этом внимание, потому что видео получится слишком длинным. В файле font h у нас описаны все шрифты. Вот они: 24, 20, 16, 12 и 8. И последний файл у нас ImageDate. Здесь у нас есть два примера изображений. Первая картинка — это та картинка, которая была на дисплее, которую мы видим при его покупке сразу. Ее можно восстановить, используя вот этот файл. И второй файл — это у нас картинка, как раз которая отображается в оттенках серого. И, соответственно, у нас есть файл ImageDate.cpp. Здесь как раз находятся в цифровом виде те самые картинки. То есть первая картинка у нас — это картинка, которая шла с заводской поставки с дисплеем. И нужно обратить внимание, что все это у нас записывается, разумеется, не в оперативную память микроконтроллера, а во флеш-память. То есть эта картинка будет храниться там же, где хранится наша программа. Позже я расскажу, как самостоятельно сформировать такой файл из любого произвольного изображения. А заодно поговорим, как устроена картинка в оттенках серого. Ну а пока давайте посмотрим наши тестовые примеры. Значит, первый тестовый пример у нас выведет на дисплее все шрифты, которые нам предлагает производитель. Верхний шрифт у нас самый крупный, а нижний шрифт у нас самый мелкий. Это шрифт 8. Как мы видим, первый шрифт вообще очень хорошо читается. Ну и 20-й шрифт, в принципе, тоже. То есть эти шрифты вполне можно использовать для своих проектов. Значит, вот пример со шрифтами. Комментарии здесь на русском. Я уже сделал все. Значит, здесь все стандартно. Подключаем библиотеку для работы с SPI. Подключаем файл для работы с дисплеем. Если у вас будет другой дисплей, файл здесь нужно будет подключать другой. Дальше подключаем файл для рисования примитивов. Это там, где будет создаваться область памяти для вывода текста и графических примитивов типа круга либо прямоугольника. Дальше мы объявляем константы для работы с дисплеем. Colored — это значит мы будем писать черным цветом. Незакрашенным — это будет мы будем писать белым цветом. Далее мы создаем объект для вывода примитивов и текста и объявляем объект для работы с дисплеем. После этого идет процедура инициализации дисплея. Инициализируем мы его черно-белый дисплей. Дальше мы очищаем внутреннюю память, то есть это видеопамять, которая встроена в сам дисплей. Создаем объект, куда мы будем выводить наши графические примитивы, те самые маленькие кусочки памяти. И под этот объект я выделил 1200 байт. Ну и дальше я сначала создаю кусок для вывода строки текстом 24, потом вывод текста для строки 20. То есть память у меня зарезервирована. Главное, чтобы вот это вот произведение, то есть 400 разделить на 8 умножить на 20, не превышало вот этот размер. Дальше я вывожу строку текстом 16, 12, 8. И когда я все эти маленькие кусочки загрузил в память дисплея, с помощью вот этой команды я отображаю содержимое буфера на самом дисплее. После чего дисплей будет необходимо обязательно погрузить в сон. Это написано в документации. То есть порисовали что-то на нем и усыпили. Второй пример отображает на дисплее постройку графических примитивов. То есть это прямоугольник, круг и закрашенный прямоугольник и закрашенный круг. Здесь у нас алгоритм работы точно такой же, как с текстом. То есть мы выделяем некий объем оперативной памяти в плате Arduino. И в эти куски оперативной памяти мы рисуем прямоугольники, круги и размещаем это все в видеопамяти самого дисплея. То есть выводим информацию по частям, а потом отображаем это все одной командой на самом дисплее. То есть провести диагональную линию в связи с тем, что ресурсы Arduino у нас ограничены, не получится. Мы эту линию сможем только вывести по частям. Впрочем, вряд ли на этом дисплее кому-то в голову придет писать игры. А вот показания различных датчиков вводить на этот дисплей при такой технологии очень даже возможно. Для того, чтобы загрузить в данный дисплей изображение, нам его необходимо будет подготовить. Нам будет нужен BMP файл с размерами сторон 400 на 300 пикселей, черно-белый. Размер цвета 2 бит. Я специально взял картинку с оттенками серого,
потому что из нее сразу понятно будет, что примерно у нас будет на выходе. Но по точно такому же алгоритму можно обработать и цветное изображение. Правда, там результат будет не совсем понятен, когда мы из цветного изображения сделаем изображение всего из двух цветов. Значит, первое, что мы берем, это мы обрезаем файл под формат 4:3, потому что сейчас у нас картинка в формате 16:9. Берем обрезку, здесь мы у нас выбираем формат 4:3, выбираем понравившуюся нам область и нажимаем кнопку «Обрезать». Далее сохраняем файл. Больше пока ничего не трогаем в настройках. Так, далее нам необходимо будет сделать из этого файла изображение размером 400×300. Значит, мы заходим в правку, изменить размер. Здесь мы ставим 400. Пропорции у нас уже выставлены. Обрезаем. Снова сохраняем. Далее, что нам необходимо сделать, это инвертировать данные цвета. Я уже говорил о том, что данный дисплей 0 это будет у нас черный пиксель, а единица это будет белый пиксель. Поэтому мы идем в цвета, негатив. Вот, и получаем такую картинку. Опять сохраняем. Следующее, что нам нужно будет сделать, это оставить всего только два цвета. Для этого мы идем в цвета. Пишем здесь уменьшить количество цветов и выбираем два цвета. И пересохраняем сразу файл в формат BMP. То есть здесь мы выбираем BMP. В опциях мы ставим черно-белый. Нажимаем ОК. И это у нас будет готовый формат, который мы будем оцифровывать. Значит, проверяем точечный рисунок 400×300, черно-белый. Размер 15,2 килобайта. Наш файл готов к тому, чтобы его оцифровать. Значит, для этого нам потребуется программа LCD Assistant. Здесь мы ставим горизонтальное. Загружаем сюда нашу картинку. И сохраняем его в цифру. На выходе мы получаем вот такой вот файлик. То есть здесь у нас находится массив, и этот массив и представляет из себя оцифрованную картинку. Все, что нам осталось сделать, это скопировать массив, который у нас сформировала программа, и подменить изображение, которое нам дал производитель. Все, мы вставили нашу картинку. Код для того, чтобы вывести картинку, получается уже совсем простой. Нам необходимо будет инициализировать дисплей, очистить память и загрузить наше изображение непосредственно в дисплей с помощью команды displayFrame. Изображение мы будем хранить, как я уже говорил ранее, во флеш-памяти, то есть там же, где хранится код программы. Ну, давайте вгрузим эту картинку в дисплей и посмотрим, как она на нем будет выглядеть. Ну вот наша картинка на дисплее. Как-то так это будет выглядеть. То есть все достаточно просто. Главное найти подходящий для этого файл. Значит, не забываем, что флеша в Arduino у нас всего 32 килобайта. Картинка у нас занимает 15 тысяч байт. То есть в плату Arduino у нас поместится только одно изображение. И то мы будем хранить его не в оперативе, а в той памяти, которая используется для программ. Соответственно, если мы хотим выводить несколько изображений, нужно будет взять другой контроллер. Четвертый пример — это как раз работа дисплея в режиме отображения оттенков серого. Еще раз повторюсь, что в данном случае это картинка. То есть это не в динамике сформированное изображение, а просто картинка, которую я загрузил в дисплей. То есть первый квадрат у нас белый, на нем черный плюс. Второй квадрат у нас серый, на нем тоже черный плюс. Третий квадрат у нас темно-серый, и на нем белый минус. И последний квадрат у нас черный, и на нем белый минус. То есть здесь мы видим белый, серый, темно-серый и черный. И сейчас я расскажу, как устроена эта картинка. Значит, как я говорил ранее, с монохромной картинкой все достаточно просто. Для отображения 8 точек нам требуется 1 байт. Если бит сброшен, там будет черный цвет. Если бит установлен, там будет белый цвет.
С изображениями в оттенках серого все будет выглядеть несколько сложнее. Для одного пикселя нам там потребуется 2 бита информации. То есть, если в оба бита мы запишем 2 нуля, то изображение будет черное. Если в оба бита мы запишем 0 и единицу, то изображение будет темно-серо. Если запишем 1 0, будет светло-серо. Если мы запишем обе единицы, то изображение будет белое. Для этого режима, соответственно, потребуется в 2 раза больше памяти, чтобы нам отрисовать изображение на всем дисплее. То есть одна строка, мы 400 делим на 4, это получаем 100 байт для одной строчки. Строк у нас всего 300. Таким образом, для того, чтобы закрасить весь дисплей такой картинкой, нам потребуется 30 тысяч байт информации. Собственно говоря, именно используя эту схему, я и построил свой тестовый пример. Правда, я не нашел конвертера картинок в такое изображение. Если вы знаете, то пишите в комментариях. Я эту картинку, в общем-то, нарисовал просто в блокноте, и предназначена она была для того, чтобы показать все возможности данного дисплея. Хотя понятно, что выводить в таком формате буквы, цифры или строить примитивы гораздо сложнее, потому что здесь нам надо будет писать информацию уже в 2 бита, и общая схема получается достаточно сложная. В данном дисплее я не нашел никаких функций для того, чтобы можно было рисовать в таком формате. То есть это просто чисто вывод изображения на экран. Сейчас я покажу тестовый код, и там будет все понятно. Код вывода картинки не простой, а совсем простой. Тут осталось буквально несколько строчек. То есть здесь все как обычно. Создаем объект дисплея, инициализируем его как дисплей для работы с изображением с оттенками серого. Дальше очищаем память дисплея и выводим картинку. То есть в данном случае у меня картинка имеет размер 32 на 128 пикселей, а вывожу я ее в верхний левый угол экрана. То есть вот эти координаты можно поменять и вывести, например, ее в центр. Ну и после всего мы дисплей роняем в спячку. А как выглядят эти плюсики изнутри? Значит, я их нарисовал прямо в самом редакторе Arduino IDE. Я подключил для удобства работы файл Arduino H, который позволяет работать с форматами чисел прямо в двоичном коде. И вот эта сама картинка, которая у меня получилась. Вот она как выглядит. То есть здесь у меня белый квадрат, здесь одни единицы, и черный плюс, здесь у меня одни нули. Дальше у меня идет светло-серый квадрат, здесь у меня 1 0, 1 0, 1 0. А минус у меня нарисован черный. То есть здесь у меня опять одни нули. Значит, темно-серый квадрат, здесь у меня, соответственно, все наоборот. 0,1, 0,1. И вот он, собственно говоря, сам минус. Его здесь прекрасно видно. Нарисован он белым цветом. То есть все биты у меня установлены в единицу. И последний черный квадрат. Здесь у меня везде стоят одни нули, а сам квадрат нарисован белым цветом. Значит, я как и говорил, для отображения информации в таком формате массив должен быть в 2 раза больше, чем если мы бы рисовали просто в монохромном режиме. То есть вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 байт. То есть 8 мы, получается, умножаем на 4, получаем 32. И всего у меня 32 строки и всего 4 квадрата. То есть 4 на 32. Мы получаем нашу исходную картинку 32 на 128. Вот примерно таким образом формируется изображение в данном файле. Ну и напоследок я оставлю ссылку на статью под этим видео, где можно посмотреть, как устроены эти дисплеи, преимущества, недостатки. Как мы видим, такие дисплеи бывают и полуцветные, то есть с вкраплениями цвета, например, черный-красный или черный-желтый, либо монохромный с оттенками серого, как у меня. Также здесь есть различные шилды, какие виды бывают, то есть шилд для Raspberry, шилд для Arduino, голый дисплей, как у меня, то есть можно спаять какой-то свой шилд. Ну и, наверное, на этом все. Если видео было вам полезным, ставим лайк. Не забываем оставлять комментарий, чтобы его увидело как можно больше количество людей. Всем удачи!